Щиро вітаю! Ви на каналі Orkov.net. Сьогодні у нас знову автомати Калашникова. Вони користуються побутом і у користувачів на фронті, ну і у оглядачів. Попереднє відео про АК-12, яке там десь півроку тому я знімав, воно було більш жартівливе, але зважаючи на ті коментарі під відео, які умовно, усереднено можна узагальнити таким чином, що, кажется, завали хлібала. Крыса тыловая, ты ничего не понимаешь, мы воюем, мы понимаем, на фронте это пользуется успехом, мы покупаем, это прямо вещь, огонь і удача. Ще раз, оце купується на фронті, трофейна зброя, про це ж всі знають, да, напевно, купується десь $1000–1500. І от основна думка була, що ти ні хрена не розумієш, це огонь, і, кажеться, ще раз, завали хлібала, криса тилова. Сьогодні ми маємо можливість порівняти 74-ку в обвесі і АК-12 другої генерації, рік, я так розумію, 21-22. І порівнювати я буду не сам, а буду порівнювати з військовим зброярем Сергієм. Так. Декілька слів про себе, якщо є можливість. Наскільки я знаю, Сергій не просто зброяр, він ще за освітою і за професією інженер. Інженер-механік. Інженер-механік. Тобто це все, в принципі, воно, умовно кажучи, те, що було невідомо, воно все засвоювалось максимально швидко, зважаючи на технічну освіту. Так. Якщо можна, декілька слів про себе. Якщо можна, якщо ні, то ні. Сергій у нас у відпустці, він зараз діючий військовий, він у відпустці, і от мені пощастило запросити, і маємо можливість порівняти разом вдвох. С оружием начал заниматься после начала войны, когда попал в мастерскую, там это вещи, скажем так, общаясь с бойцами, сам применяя, и опыт эксплуатации, это с 22 года, то есть уже скоро будет 3 года. Занимаюсь этими вещами. Есть, скажем так, свои наработки, свои мнения, но это только мое мнение. Оно, скажем так, это не догма, это просто рекомендации, то, что, скажем так, для пехотинца, с моей точки зрения, наиболее важное. Все остальное, будем рассказывать. Наскільки я знаю, у вас є... Ви бачили не тільки там радянську або пострадянську техніку, ви ще і мали можливість працювати з арками, да? Да. ЮАР-10, ЮАР-15? Да. В частности, по зброяру. Декілька слів проти, вже от зараз ми розберемося. Системы работают, системы нормальные, больших претензий нету. По аркам и по сравнению с калашом, одним реченням порівняємо арку з калашом и пойдем если дальше. Хоть как-то периодически следить за собственным оружием, то работают они одинаково. Как по моему мнению, арочка, раза в 2-3 точнее по кучности стрельбы по сравнению с калашом. Плюс у арочек, как правило, уже готовые платформы под обвесы, те же самые там коллиматоры, прицелы и так далее. У калаша это надо делать некоторые манипуляции, что-то там вараганить, что-то там цеплять, тогда, может быть, оно будет работать. Власна зброя у вас яка? АК-74. Это штатная. Штатная. А власна? Власна арочка Бар-15. Тобто ми з вами так попередньо зрозуміли, що власну зброю, як там калаш, АКМ, ні? Бажання немає придбати? Уже нет. Почему? Точность. А что такое? Точность. И здесь еще одно, то, что, скажем так, под стандартный БК там 5,45 на 39, который это все наследствие в Совдепе, они по своему качеству и однообразности отличаются в худшую сторону от БК, который 223. Це дійсно важливо. То есть, если точно, это арочка. Если
более привычно это АК. Ну и, как правило, АК или арка, если в подразделении везде АК, значит, рекомендую АК, потому что БК надо. Если в подразделениях арочки, то там об калаше можно забыть. Почему? Во время боя взаимозаменяемость БК это основное. Поэтому... Скажіть, будь ласка, а у вас в підрозділі ЮАР-10, наскільки я пам'ятаю? Да, десяточки, они используются только у снайперов. Именно ЮАР-10 это именно как снайперское оружие, ну, скажем так, средней дистанции. Загальне усереднення одним-двома реченнями враження саме від ЮАР-10? Неплохая оптика. А у нас же штатную оптику идет, да? Да, ЮАРки. А, с люпольдами, насколько я пам'ятаю. Да, то есть, ну, это не реклама, но у них оптика хорошая. По точности, ну, скажем так, это не калаш, с которого стреляют, там наваливают магазинами. Ну, снайпера не сильно жаловались на ЮАРки. Почему? Ну, в основном было это, ну, скажем так, грязь, которая засыхает, которая попадает куда угодно. Если, опять-таки, за оружием хоть как-то, хоть нежненько периодически следить, оно работает, оно вас оправдывает. Ну, а так больших... Претензий таких на памяти нет. То есть напополам не ломались. Это дуже добре. Все супер. Сейчас, одну секунду. Вот, ну, реально просто общаемся и все. То есть да. на камеру сюда, в общем-то, можем даже... Отлично, все хорошо. Парам-пам-пам. Що, перейдем к калашам? Давайте. Або ще пообсираємо калаш відносно арки. Або похвалимо калаш відносно. Давайте похвалимо. Давайте от, дійсно. Переваги калаша, окрім БК. Плюс. Калаш. Ну, преимущество по сравнению с арочкой. Он все-таки, ну, скажем так, для всех он более привычный. Все разбирали его в школе и, скажем так, с нуля чоловік... Я перепрошую, зараз нас дивляться 20-річні бійці з якоюсь третьою штурмовою і думають, извините, дед, какая школа? Я его увидел перший раз в 22-му році. Мой сын в 2000 года, они в школе калаш перебирали. Да? Ну, я вчився в 90-ті, я калаша ніколи не Вот бачив. человек, тоже преподаватель в школе, они калаш перебирают. Зараз, да? 3 калаша на школу и да. Прям зараз... То есть калаш в школах остался как, ну, там, я не знаю, как эта дисциплина сейчас называется, ну, раньше это было НВП. Да. То есть стандартный калаш, там в каком-то там, ну, там тренируются, скорее всего, там на скорость сборки, разборки, хотя это на практике не надо, но калаш хоть как-то все знают и так далее. Да. Значит, преимущество калаша, то, что, ну, скажем так, в общем, все знают, как его разобрать, как собрать. Дальше, простота, скажем так, управления. Здесь один переключатель и второе это затвор. Все, он уже стреляет. Как стреляет, это уже второй вопрос. Главное, стреляет. В основном, ну, скажем так, с калаша, бой ведется там, или когда он применяется, ну, там, от 0 до максимум метров 200. Эта железка справляется с данной задачей великолепно. То есть это не надо там попадать там в яблочко куда-то там на 300 метров там, или там, то есть он выполняет, и опять-таки, ну, за любым, ну, там считается то, что оружие надежное, ненадежное, к калашу привыкли. Если его хотя бы, ну, тараканов и грязь в середине выгонять хотя бы раз в 2 недели, даже находясь в окопах, сидя в грязюке и так далее, вещь надежная.
Подождите, насколько я знаю, насколько я знаю, постріляв 2, 3, 4 магазини і поставив його поруч з собою в окопі, на наступний ранок його можна просто не звести, це потім з ноги його. А ви кажете 2 тижні. Значит, в окопе 2 тижні. Да. Значит, здесь, опять-таки, каждый следит за своим оружием сам. Главное, в принципе, что, давайте так, о Калашникове. Первое. Закрывать торец ствола. Обычная перчатка строительная, пальчик обрезается, одевается сверху. Да? Именно ХБшная, потому что если там заматывать его изолентой, пленкой, там какие-то пластмассовые колпачки, резинками и так далее, с блиндажа в окоп с блиндажа влага и весь автомат покрывается такой вот хорошей влагой, вот типа как потеет. Если ствол закрыт герметично, эта влага в стволе остается, ствол, как бы он бы нормально не был обслужен, там смазан, не смазан, насухо вытер, эта влага приводит к коррозии внутри ствола. Если же закрыто тряпочкой, то все-таки есть вентиляция, и эта влага, пусть даже там остатки хоть какой-то смазки остаются, эта влага просто испаряется, и ствол относительно чистый. По калашу самое, в принципе, как и для любого другого оружия, самое главное — чистый патронник и чистый магазин, и патроны, которые подаются, они тоже должны быть относительно чистые. Если скажем так, магазин забитый взять и макнуть вот так вот в грязь, поставить, у вас будет на калаше клин. То есть при, скажем так, состоянии внутренностей, механизма внутри Калашникова, даже если там есть песочек, немножко грязьки и так далее, калаш это прощает. Але це не стосується АК-12 вже. Да, это мы говорим только 74-ку. То есть классика, так называемое весло, которое, все классика, весло. В принципе, это касается АКСУ со складным прикладом, с коротким стволом, АКС, там где просто складывается приклад, там, рамочный такой же. То есть это классика, которого, сейчас, не знаю, но 22-23 год это было основное оружие. Сейчас уже то ли на складе меньше стало, то ли сейчас уже начали появляться в войсках арки. Тобто основна перевага, не скажімо так, плюс у порівнянні з аркою, це те, що він розповсюджений і всі розуміють, що це таке і як з ним працювати. І до недавнього времени на нього БК було достатньо. Такое. До хіра. Да. Достатньо. І, в принципі, це основна і, мовно кажучи, єдина перевага. Плюс еще, скажем так, это личное мое мнение, механические прицельные приспособления. Вот этот целик с прорезью и эта мушка, это классика. Это во всех тирах, которые там стреляли, там воздушки там, и так далее, это все знают, как с него целиться. Але це знову ж таки не стосується АК-12. Да. У арочки там вот этот диоптрия, к нему надо привыкнуть. Плюс диоптрия, скажем так, это опять-таки, это лично мое мнение. Если видишь цель, надо прицелиться, просто мушку подводишь снизу, как только прицелился, хлоп, попал, или в ту область. У арочки с этой диоптрией и так далее, то есть, это надо обязательно 2 глазами, потому что само кольцо диоптрии, мне оно мешает. И сначала поймал цель, потом ты ищешь через эту дырочку эту цель, потом как-то там визуально намечаешь центр этого отверстия, подводишь мушку, и только после этого стреляешь. От я вам скажу, що зараз нам наставят лайков. Знаете откуда?
Русские. Вот 100%. Вот прямо вот про то, что диоптрия говно. То есть, ну, это дело привычки. То есть, ну, я в школе там то с 12, то с 8 стрелял. Там, но там не то. Там лег, прицелился на 25 метров, тихонечко, у тебя все хорошо. А вот при динамике, когда то слева, то справа, и надо переносить свой огонь, ну, неудобно. Для меня. Это мое личное мнение. Ви ще скажіть, що ви на своїй цивільній власній арці пропилили диоптер і зробили... Нет, еще не пропилил, это я хочу еще сделать. Окей. Давайте до калашей. Так, значит... Перевага 74-ки, якщо така є, перед... Сейчас, давайте по модернизации Да, штатного давайте. весла. В большинстве случаев, то есть, ну, есть... Чи є в цьому... Давайте так. Частково коментарі наступні. Да? Все вот это вот, обвес, все херня. Вот я в окопі сижу з таким, і основне, що а більше нічого не нужно. От все це говно. Тобто от калаш, в якому вигляді його тобі надала держава, не потребує взагалі ніяких поліпшень. Я понял. Значит, это в зависимости от тех задач, которые выполняет человек. Значит, в большинстве случаев по сравнению со штатным АК, ну, скажем так, все доставляются на место транспортом. В транспорте с вот этим веслом, ну, если это кузов и так далее, там, ладно. Если это какой-то, ну, скажем так, то ли хаммер, то есть надо куда-то залазить, броник, и вот эта вот длинная палка, она вечно становится как-то, ладно, Колом. в руках, Да. занес. При быстрой выгрузке, опять-таки, вот это весло, ну, оно вечно куда-то цепляется, плюс еще, ну, там, ну, оно длинное. И при погрузке в транспорт, из транспорта надо иметь это в виду и учитывать это. Поэтому модернизация, как правило, ну, это опять-таки, если боец стоит на охране сутками и ему не надо это ничего делать. Если же это, допустим, пехота, штурмовики или, ну, с той же самой бэхи выпрыгнуть, весло это, ну, мешает. Если делается, ну, это опять-таки моя рекомендация, это просто мое видение. На моем я снял штатное весло, поставил складной приклад. Причем с таким учетом, чтобы оружие работало как в сложенном состоянии, так и в разложенном То состоянии. есть можно было взвести, Да. снять Да, предохранители. и вести огонь. То есть это, по-моему, ну, скажем так, основное улучшение штатного весла. Если у кого есть АКС, там, в принципе, этот рамочный приклад, правда, он складывается сюда, ну, большой разницы не вижу. А ручка? Ручка. От мені найбільше не подобається в класіки ручка. Ну, ручка, цевье и так далее. То есть это уже по желанию. Кому-то Зрозуміло. удобнее резиновая, кому-то удобно, чтобы когда поменял приклад на складной, некуда девать пенальчик. Можно купить ручку для АК, у которых здесь есть, можно там приспособления эти держать, а не в подсумке или где-то в рюкзаке. Второе, ну, скажем так, ну, это по желанию, кому как удобно. Кое-кто привык, и для него лучше ничего нету. Некоторые там, по ручкам, очень не рекомендую брать пластиковые детали с 3D принтера. Одно время, где-то 23-й год, появилось много ручек там с гербами там и так далее с 3D принтера. Очень хрупкая вещь. Буквально вот так вот где-то упал, хлоп, ручки нету. Без ручки стрелять, конечно, тоже можно, но до жути неудобно. По цевью. Если на штатное цевье,
цепляется ГПшка. ГПшка, подствольник. Изменение нижней части цевья, как правило, производит, что ГПшку одеть невозможно. Некоторым это все равно, потому что, но если кто-то собирается пользоваться ГПшкой, ГП-25 подствольником, то лучше ставить не вот такое большое цевье, а так, чтобы, Короткі, які прилаштовані під Да. ГПшки. Теперь по цевью некоторые ставят здесь там, с планочками Пикатини и так далее. Как по мне, значит, сверху коллиматор на верхнем цевье ставить неоправданно. Почему? Верхняя трубочка, как правило, болтается. Целиться через него. Расстояние до цевья большое, целиться неудобно, маленькая точка, поле зрения маленькое. Ну и плюс еще точность, потому что оно все болтается. Большие вот такого типа цевье, скажем так, здесь уже разобрать для чистки да в ту же самую газовую трубку просто уже невозможно, потому что для того, чтобы снять газовую трубку, у штатного АК флажок поднял, трубочка снялась. Здесь надо еще открутить 6 гвинтиков, Да. снять как-то эту накладочку, и только после этого, никто это в окопе делать точно не будет. Плюс дополнительный инструмент, и здесь еще одно. Дополнительные обвесы, ручки и так далее. Это вот по АК-74. С некоторых пор, с начала войны все были рэмбами, все цепляли там вот такое вот цевье здоровое, тут еще ручку, тут еще коллиматор, там еще фонарик, сверху еще ставили. В общем, когда идешь 1,5-2 километра, Несешь воду, БК. и еще, когда у тебя вместо 3,5, грубо говоря, килограмм, 5 килограмм обвеса, то на калаш начинаешь, в общем, приходишь после этого, раздеваешь его, ставишь стандартное легенькое цевье, снимаешь эти все ручки и так далее, потому что, скажем так, просто те же самые 200-300, полкило лишнего веса, лучше взять лишнее БК, там пару-тройку коробочек, или пакетиков с БК, чем вот такой обвес, который... Да, и еще длинное весло. Окопы роются как? Сначала вглубь, но узенькие, а потом уже по мере окопы расширяются. В узком окопе можно просто застрять. Почему? Потому что броник, на бронике обвес, там БК, гранатки, там где-то аптечка, то ли сбоку, то ли сзади, то ли. Плюс еще вещмешок, или рюкзачок со своими. И иногда такое, что в окоп вот так вот проходишь прямо. Разворачиваться, а ты так толще. Ты в окоп так... Стенки узкие там, только вырытый окоп, но достаточной глубины. И опять-таки, когда калаш со сложенным прикладом, это вот такая вещь. Когда целое весло, можно где-то застрять. С непривычки, особенно когда бегаешь по окопу в темноте, потому что фонарики нельзя, потому что сверху смотрят. Как-то так. Слухайте, То есть, цікава думка з приводу того, що найнеобхідніше це складений приклад. Это опять-таки, это в основном, если пользуются, то есть доставка автомобильным транспортом, у кого складной приклад, те, мягко говоря, смотрят, в общем, на них смотрят с завистью немножко. Okay. По вот такому обвесу, цевье круковское, значит, может быть, кому-то это подойдет, это будет хорошо, это ради бога. Но, как по мне,
вес вот этой вещи и вес вот этой, здесь сразу перетяжеленный ствол. Так, а давайте сразу и взвесим. Три 500, ну, 40, ну, 3500. 3600 по паспорту. Еще раз. Вот так. Ну, тут не совсем... сейчас, вот давайте. Вот здесь уже не в кадре, но... 3600 по паспорту. Давайте круг в обвесе. Стоп. Ну, кстати, я вам хочу сказать. Смотрите. 3900 периодически прыгает. 3600. Но Парадокс, скажите? Нет, центр тяжести, безусловно, меняется. Але... Скажите, не ожидали? не ожидал. Не ожидал, но в руках оно две большие разницы. Ну, конечно. Вес тот же, а разницы две большие. То есть, ну, это опять-таки, это может быть просто, ну, привычка. Кстати, логика, я думаю, наверное, за счет веса приклада. Потому что, ну, тут объективно... Ну, штатный приклад — это один из самых легких. Давайте еще что, раз. что пластиковый, что... Давайте еще раз. Значит, 74-ка у нас 3520, ну там 3530. Не, 500 было. 500, да? 3200. 3200. А, ну я не з того Три. боку дивлюсь. 3200. 280, 227. 3227. 2 осталось. И круг 3900, 3500 прыгает. 3670. стоп. — 3600, грубо говоря. Ну, такое. То есть это не знает, ну, то есть, ну, опять-таки, если кому-то нравится круг, Обвес. обвес, Не обязательно круг. с, МЕ, с круг. ручкой, с коллиматорами, и он привык с ним бегать и работать, ради бога. Но здесь, в частности, по этому обвесу, великолепно он алюминиевый, покрытый, великолепный, но проблема с обслуживанием. Да, да, Сразу безусловно. проблема, это проблема с газовым поршнем, с газовой камерой, газовой трубкой. Потому что у калаша здесь есть дырочки, через которые попадает в том числе и тараканчики залазят, и грязь, и вода, и все что угодно. Ну, По обвесу все. по обвесу, то есть, ну, вот такие приклады, они более удобные, то есть, ну, это что кому нравится. То есть, это, ну, скажем так, запрета, ну, по крайней мере, у нас нету, единственное, что это, ну, скажем так, по своей военной специальности. Люди, когда вы взяли вот такой вот АК, вам выдали, вы навешали вот такую вещь, я имею в виду ваше штатное оружие, то когда вы будете, дай бог, закончится война, когда оно закончится, вы должны сдать вот в таком вот виде свой АК, в котором вы его получили. Ну, тобто не викидайте. Мало, Це вже всі розуміють чи ні? Мабуть, не всі, тому що если вы будете сдавать такой АК, то вы к нему, скорее всего, за свой счет будете покупать штатный приклад где-то штатное цевье, потому что у вас в таком виде могут и не принять. Это так. Скажіть, будь ласка, а як зброяр, з якими проблемами в експлуатації ви стикаєтесь? Ну, мовно кажучи, я маю на увазі, що бойці ламають?
Маю на увазі, вони не чистять його, вони вважають, що це прям палка-стрілялка, яка за будь-яких умов буде стріляти. Що не так роблять з Значит, калашом? самое банальное, распространенное, это предохранитель. Здесь предохранитель относительно хорошо ходит, легенький и так далее. Ну, в общем, зимой в перчатках, когда ручки замерзшие и так далее, вот планку этого переключателя выгибают, и оно очень нежненько ходит. Но если нету фиксации, допустим, в положениях, тогда очень часто происходит что? При стрельбе с одиночками, при выстреле предохранитель сам может перейти на центральное положение. При нажатом курке, при переходе в центральное положение у вас курок перестает работать. Ну, подклинивает. Задержка в стрельбе. То есть это штатная работа системы АК. Тобто, ще раз, да? Якщо ви натиснули спусковий гачок і зараз якимось чином намагаєтесь перевести в режим Full Auto, то у вас просто подклинивает спусковой крючок, маєте це на увазі. Я думаю, всі це розуміють чи ні? Далеко не все. Потому что иногда приходят, вот я стрелял, поймал клин. Выходим смотрю, все хорошо. Выходим на полигон, да, у него очень слабо идет переключение, то есть фактически без фиксации. И когда интенсивный огонь, оно периодически, переключатель сам переходит в режим авто, а так как после выстрела курок нажат, Подклинивает. идет, то есть это штатная работа системы АК. То есть это не неисправность, это все хорошо. То есть это первое. Второе. Автомат даже если обслуживает, то почему-то дуйный тормоз-компенсатор никто никогда не обслуживает. И потом приходят бойцы и вот хочу пламя-гаситель или там глушитель или еще что-то такое. А оно здесь так закисло, что тоже скажем так, надо не забывать его обслуживать или хотя бы так это проверить. Если шатается, еще бог с ним. Если уже не шатается, тогда уже надо хоть как-то скручивать и чистить, потому что здесь нагара очень много, плюс влага, плюс, в общем. Можемо порадити на графітку його? Нет, там все равно, скажем так, при стрельбе даже 3-4 рожка. Вот здесь нагар такой, что, скажем так, можно отверткой сошкрябывать. Тобто просто періодично знімати і Да. чистити? То А есть з якою періодичністю? Що ви радите? Хотя бы раз в 2 недели, хотя бы раз в месяц. То есть, в общем, по возможности опять-таки. То есть это не значит, что в окопе надо его разбирать полностью, все и чистить и так далее. То есть это, иногда просто нету таких условий. Но после возвращения, это ваше личное оружие, это ваша жизнь, как-то надо тоже обращать внимание на состояние вашего оружия, потому что калаш надежный, он стреляет, он и будет стрелять, а потом прибегают. Не совсем хорошо. Це добре, до речі, якщо прибігають. А от це така 12-й нікуди не прибіжав, і саме через те, що його не чистили, Да. остався Сейчас до него дойдем. в полях Курщини. То есть это, в общем, штатный АК, обвесы. То есть, если вам удобно, можно повесить. Попробовали, иногда некоторые бойцы там, а я себе такую ручку купил, а я себе такую, там или достал, или намародерил, неважно. Повесил, потом через некоторое время снимает. Почему? Неудобно. То есть главное, Чуть-чуть вот так вот ближе в кадр. главное, чтобы оружие было удобное для эксплуатации. Это как автомобиль, то есть это ваш инструмент. Инструмент должен быть удобный и надежный. И не забывайте его обслуживать. То есть, по большому счету, по АК больше проблем. И опять-таки... По 74-ке. По 74-ке. Значит, АК, еще раз, на АК надо обращать внимание. Пусть он будет весь в грязи,
Главное, чтобы был чистый патронник и относительно чистые патроны с чистым магазином. Как только попадает песок, идет клин. Это, в принципе, для любого оружия. Это такое. Так, Переходимо. по К-12. Ви вже мали досвід? Ремонтировал, отстреливал, тоже попался трофейный. Давайте, якщо можна, я в двох Да. словах. Він до нас, як і оцей 74-й, приїхав, зараз там хлопці чекають. От этот ми будемо, от це весло будемо обвішувати в круг, а оцю двінашку, колега, прошу так, общий фон, а оцю двінашку попросили відремонтувати за можливістю. Русський ім'я не знаю, судьба ізвісна. Будемо штатний номер 2212 68 807, будемо його називати Русський 2212. Значить, що Русський 2212 зробив зі своїм калашом? В принципі, він зламав майже все, що тільки можливо було, через що й загинув. Він за ним не доглядав взагалі, запитати в нього, скільки з нього настріляно, ми не можемо, тільки такі, по косвенним признакам можна сказати, що або зовсім не слідкував, по стволу, таке враження, що прям взагалі ніколи не чистив. Значить, ключ зломаний, він має фіксуватися, але, можна, будь ласка, колега, вот этот момент, да? Тут вже нічого немає, все там закисло. Згнил. Да, і є вирогідність, що якби його не вбили і не відібрали в нього калаш, то в якийсь момент просто газовий ключ мог вилетіти. Це прям 100% могло статися. Значить, що ми маємо далі? По русскому чудо-оружию. Значить, от этот пін, який має тримати на цівку, нижню частину цівки, на русском надіжному супероружії, він працює таким чином. Отак от. Раз, все, випав. Тобто тут нічого його не тримає. Прорізь під умовну фіксацію, під флажок фіксації кришки ствольної коробки на накладки на газову трубку, набив собі канальчик, все це не фіксується, все це не працює. Далі, по цівці, що ми маємо? Чомусь весь світ робить вільно вивішений ствол, русський оружейний геній зробив вільно вивішену цівку. Вільно вивішена цівка у нас от така от вся. Можна отак от, що вона тут вся у нас оплавленная. Весь пластик оплавляється вот здесь, вот, тому що він торкається ствола, бо вона отак от ходуном ходить. Отут цівка вся оплавлена. Але, до речі, я думаю, що це недолік, а глибока думка. Прям геніально зроблено через те, що, насправді, я подивився на це і думав, під час стрільби цівка пом'якшується, приймає форму вашої руки, і вам стає просто зручніше користуватися. Просто реально ваше, як зроблено під вас стає. Я не знаю, наскільки це так продумано, але, напевно, хтось з конструкторів на калаше заробив за це велику премію. Верхня накладка на газову трубку, вона, відповідно, ніяк не фіксується в тому сенсі, що не може бути базою для фіксації якихось прицільних пристроїв, тому що вона просто болтається, як, вибачте, всі розуміють, що і де. Для мене, особисто для мене, я не знаю, як для вас, ви зараз скажете, для мене це, умовно кажучи, Жигулі. І 74-ка Жигулі, а оце Жигулі, мовно кажучи, якщо це 99-та, то от це Самара. Та сама 99-та, тільки її чим-то облепили. Еще хуже, по-моему. І сказали, що це стало геніально, нове і все отлично. От дивіться, порівнюючи також паралель, проводячи з Жигулями. Посмотрите, це сварка. Це, я розумію, що це дрібниці і скажуть, що ти цепляєшся, але це культура виробництва. Особисто на мій хлопський розум. Що у нас відбулося з Калашніковим далі? Основна перевага, яка, в принципі, під час його
длительного використання стає його недоліком. Це от ця кришка ствольної коробки, яка дійсно фіксується, і повторюваність її фіксації доволі висока. Вона максимально чітко фіксується на ствольні коробки. Але зняти її, от він приїхав до мене, зараз я її вже розпрацював, але зняти її в окопі там за тиждень-два після використання майже неможливо. І це вона вже розпрацьована. Это сбивать надо. Да, коли він приїхав до мене, то я просто Збивай. молотком його збивав. Да. От береш молоток, і це вона, я ще раз кажу, це вона розпрацьована. Тобто оця от однообразність і чіткість фіксації зроблено в угоду і, в ущерб цьому принесли те, що розібрати його без молотка неможливо. Це добре чи погано? Я думаю, що це погано. Это молоток с собой таскать надо. Мало. Это лишний вес. Мало молоток. Знаєте, ще що потрібно з собою носити? Якщо вам, як русскому, повезло, Ой-ой-ой. і вам отакий от видали, або ви придбали собі отакий от глушитель до АК-12, от подивіться, як ви думаєте, чому у нього отакі от насічечки спереду і ззаду? От, можна казати, отут от. Красиво, так, щоб це було ярко видно. Трудный ключ. Да. Зняти його з байонета, як ми бачимо, русські його знімають трубним ключом. Все геніально, просто вам нужен з собою трубний ключ, молоток. Без виколоток цього зробити неможливо. Навіть якщо у вас тут ця пружина працює, то зняти цівку без виколотки просто неможливо. І відповідно, значить, у нас русський боєць зовсім не доглядав за своїм Там, может быть, ОСМ. проще на стол высыпать. Так. Значить, що ми отримали? Він отримав клін автомата в положенні отсечка по 2. Він просто заклінив. І все. І саме через це, наскільки з розповіді наших хлопців, які його забрали, автомат, сказали, що він просто заклінив. Що відбулося? Лопнула пружина в узлі, в коромислі отсічки по 2. Також у нас не працює взагалі Задержка. узел задержки, пружина також лопнула. Коротше, мало того, що він безтолковий, мало того, що він, я маю на увазі русский 2212, я маю на увазі, мало того, що він просто безтолковий, мало того, що він не на праведній війні був, так він ще і безалаберно ставився до своєї зброї. Моє особисте враження, я кажу, що для мене це 99-та, яку наліпили обвесом, сказали, що це Самара, болячки ті ж, Хуже. як на мене, стало хуже. Я, в принципі, повторю все те з попереднього відео, а зараз, якщо можна, ваше враження від АК-12. АК-12. Это не тот, который мне притаскивали для ремонта. Значит, проблема была очень похожая, как у вот этого. Це ваше соло. Да. Значит, после ремонта, попробовал, то, что грязь была, ржавчина была, такое. Это все, в принципе, восстанавливаемо, но при ремонте, точнее, после ремонта, при испытаниях у АК-12 была неожиданная проблема, я первый раз такое увидел. На режиме стрельбы двоечкой у меня затвор заклинил в заднем положении. Причем я на месте ничего не мог сделать. Попробовал его туда как-то там забить, выбить и так далее. Обычно у штатного калаша в заднем положении затвор, у 74-ки, там фиксации нету. Обычно проблема, если есть клин или там песочек. Перепрошую.
це саме стосується 74-ки, тому що ОКМ, курок якраз підпирає затвор. Ну, там он все равно вперед там Ну, добил, да, там, ушел. ну, тобто- То есть там, а тут клин затворной рамы в заднем положении и не вперед, и не назад. Ну, пришлось его вести, что называется, домой, и там уже разбирать. В чем была проблема? Проблема была вот этот оська предохранителя и система двоичного огня цепляется на вот эту вот оську. То есть оно вот так вот в коробочке. При уходе затворной рамы назад вот этот рычажок делает вот такое движение. Его затворная рама вот так вот перекашивает. Здесь есть система счета выстрелов. Раз, два, три. И тем самым достигается двойная работа, двойной выстрел. Ну, отсечка по 2, да. И вот эта вот маленькая пружинка, она из обычной стали ржавеет, при грязи и так далее. Если этой маленькой пружинки нету, то вот это вот храповичок, вот этот болтается как угодно. И есть вариант, который у меня был, то что вот этот храповичок подклинил вот эту лапку в таком перекошенном состоянии, и эта лапка задержала затворную раму в заднем положении. Сдвинуть это все, на месте невозможно. Это нежненько пришел, нежненько молоточком постукивая в определенных местах, его вернул назад. До речі, от этот русський 2212 загинув саме через цю поломку. Плюс у АК-12, то есть, на практике, я не знаю, чтобы, обычно используется одиночная стрельба, когда вести, скажем так, по толпе или так это накрыть огнем, чтобы там наступающие залегли, да, в режим авто. Тогда сплошняком неприцельно накрываешь все, что угодно. Но это неприцельный. У любого АК после выстрела ствол поддергивается вверх и влево. Второй последующий выстрел уже уходит, скажем так, на метр-полтора куда-то вверх и влево. Поэтому стрельба двоечками, первый, да, прицельный, второй он все равно подкидывает. Когда одиночками, хлоп-хлоп-хлоп, там ты делаешь задержку и пытаешься хоть как-то, опять-таки, повторно прицелиться, компенсировать подброс оружия. Так что я не знаю, зачем эта двоечка. Це розробка ще Радянського Союзу, але Радянський Союз відмовився від цього. Плюс флажок классный для переключения пальчиком. Здесь он немножко подклиненный. То есть можно переключить его пальчиком, но зимой в перчатке, когда пальчик чуть потолще, очень часто, у кого такая вещь, неудобно. Вот эти вот вещи, это опять-таки, это мое личное мнение, это, что называется, на любителя. Для кого-то этот автомат самый лучший, самый классный, самый точный, и мне больше, опять-таки, обычный штатный нравится. Як вам рішення? Это ваше соло, я да. По коробке, то есть по газовой трубке. Сейчас мы ее снимем. Да, от я якраз про газову трубку хотів спитати. Газовая трубка. Значит, у предыдущей версии АК-74 газовая трубка снималась. Это была отдельная деталь, которая, скажем так, она запиралась здесь, в районе прицельной коробочки,
И трубочка спокойненько болталась. Здесь трубочка не болтается. Почему? Потому что она здесь приварена. Причем здесь она приварена, здесь она, ну, скажем так, есть легкий люфтик. Зачем это сделано, не знаю. Чистить в таком положении трубку, а чистить надо, очень, ну, скажем так, намного сложнее. Второе. Чистить газовую камеру тоже надо, потому что там накапливается определенная вещь, которую надо убирать, но ну, как-то, ну, здесь меньше диаметра. Ну, можно чистить, но, как по мне, немножко сложнее. Второе. По... Где-то тут выкладка. По дуйному тормозу компенсатору. То есть он очень легко одевается, потому что на АК-74 там резьба правая, все нормально, но здесь он на байонетном соединении. Для меня загадка, зачем здесь сделан вот такой вот сложный профиль. Если бы они сделали просто цилиндрик бы, то потому что вот эти вот все вещи, это все забивается гарью, тараканами, пылью, нагаром, все что угодно. И количество здесь такое, ну, обычно у работающей системы, открываешь, здесь аж такое, аж как бахрома висит. И все почему-то думают, что оно вороненое, оно не вороненое, оно беленькое, должно быть. Чистка в этом отношении, особенно вот этот вот пазик, это еще то удовольствие. А особисто мені ще не подобається от такий момент. От этот дульник Пальчиком. я можу пальцем Да. зацепити. Оцей тільки виколоткою. Только выколотка. Тобто Ну, ця радянська логіка, що чим більше маніпуляцій з інструментом, тим гірше вона для К-12 застосовується. Що там? да, там газовая камера сама. Прелестная, видно, нет? То есть прелесть неописуемая. Ну, тобто він, в принципі, не чистився. І, до речі, тримався наш газовий ключ на, Только на силе трения. На ржавчині, да. На православній скрепі, на ржавчині. А ми можемо показати зараз, я вас переб'ю на секунду, показати, який він всередині. Колеги, можна, будь ласка, ту красоту, так, щоб вона була видна всередині. Дивіться, чому акцентую вашу увагу? Справа в тому, що я колись дивився огляд, на каналі Гексагон, там були такі Попенкер, великий оружейник з концерну Калашникова, і такий собі русський Владимир Харкон. Ну, от, і вони казали, що такий, знаєте, огляд «Два дебіла – це сила» шукали виключно недоліки в брені, в чеському. І один з аргументів, чому чеський бренд – це погано, він зроблений, як всі знають, з алюмінію, да? Що, ну, он же ж корродирует, говорили два великих оружейника. Так от, ребята, поки ви дочекаєтесь, коли бренд скорродирует, от це все превратиться просто в оксид железа і згниє, залишиться тільки пластик. От дивіться, от це от корродирует. Вот это вот ржавчина. А на брені ви ще підіть і дождітесь ржавчину. Я перепрошую за такий ліричний відступ. Прицельное приспособление, ну, то же самое у арочек, то же самое в АК-12, это на любителя, но мне диоптрия, ну, не... Может, у меня глаза уже старые и плохо видят, но диоптрия мне как-то неудобно. Теперь, ну, опять-таки, с моей точки зрения, единственная вещь у АК-12, которая обалдеть, это магазин. Во-первых, у него есть пятка. Пяточка. Да. Можно сделать опору, которая, потому что на штатном магазине острый угол, и там его постоянно как-то... Здесь есть пяточка. Вторая обалденная вещь. При полностью заправленном магазине, когда здесь 30 выстрелов,
здесь появляется вот такой вот штыречек. І ви точно знаєте, що на, він да, на ощупь, когда магазины, то ли в разгрузке, то ли в бронике и так далее, то есть отстрелял, поставил на место, ну или там скинул. Если, то есть и даже в темноте на ощупь, когда выбираешь магазины, по вот этому штырьку можно на ощупь определить, магазин полный или нет. Очень удобная вещь. Второе. Подивіться, ми обидва в кадрі, тому на все нормально. Второе. Здесь, если нажать вот, Видно. вот тут вот через окошечко, есть вот этот подаватель. Вот эта вот беленькая полосочка, она ночью светится. Да? Слабенько, не сильно, но светится. И в полной темноте можно посмотреть, если, правда, эта полосочка стоит напротив окошка, а не где-то там в промежуточном положении. Тут, то есть мелочь, но здесь великолепно. Плюс через вот эти окошечки можно, в принципе, увидеть, какими БК у вас снаряжен магазин. То есть бронебойные с черным носиком, трассера или обычные. То есть это тоже иногда очень полезно, потому что некоторые маркируют там сверху магазина цветные изоленты, там этот с БК, то есть это с бронебойкой, это обычные, это трассер. Здесь же можно посмотреть и увидеть. То есть это, причем подходит ко всем АК-545 без проблем. Крепления одинаковые. Вот это вот вещь, которая вот у АК-12, Ну і ще один сплошне плюс, восхищення. ще один плюс магазину. Він пластиковий, але зуб що один, що второй. металевий. У всех военных, мало того, то есть чем отличаются покупные пластиковые магазины от, ну скажем так, боевого оружия. Зуб фиксации магазина, что сзади, что спереди, железо. Плюс вот здесь вот в середине пластика есть такая вот железная вставочка. И именно от патрон, когда его затвор подает вперед, он скользит не по пластику, он скользит именно по вот этой железной вставочке. И когда попадает, допустим, песочек, грязька и так далее, патрончик грязный, его намного легче по этим железным направляющим вытолкнуть вперед, чем по пластику. Когда патрон грязный, ну, допустим, когда разряжаешь магазин, там, ну, случайно упал там в какую-то грязь, грязька подсохла, обычный боевой, скажем так, магазин берешь и разряжаешь относительно легко. Покупные пластиковые, там, где нету вот этой железной вставочки, ну, во-первых, оно и расходится, что не очень хорошо для системы при подаче патронов. И у них по пластику больше трения и намного сложнее вытолкнуть. Но это касается всех магазинов, которые, ну, скажем так, чем отличаются гражданские от боевых. То есть зубчики, железка и железка вот здесь. А що вам приклад не подобається? Ну, ви так сказали, що єдина перевага, ну, єдине, що от вам подобається, це магазин. Мені приклад подобається. По прикладу, по системе, ну, скажем так, я не могу в системах Калашникова, концерна Калашникова, понять, почему приклад складывается в сторону бойца. Для того, чтобы его разложить, то есть оружие прижато к груди, все хорошо и так далее. Для того, чтобы разложить приклад, надо его или от себя и эти клавиши еще, блин. И только после этого делать работу. Ну, скажем так, почему-то сюда. Как по мне, Тому що тут органи керування, тому що тут как по мне, очень бы, ну,
очень удобней. Да, здесь клавиша большая, переключение огня. Намного удобнее, если бы он складывался сюда. Во-первых, раскладывание, ну и так с условием, чтобы он не мешал вести стрельбу. Некоторые приклады покупные, ну, тот же Жуков пластиковый, тот же ФАП, да? ФАП, у меня ФАП стоит. Ну, там универсальный, его можно и в эту сторону, и в эту сторону. Но когда в наружную сторону, сейчас, секундочку, покажу. С наружной стороны у вас все равно габарит по вот этому рычагу. Когда у вас в этот габарит входит еще и приклад, с условием того, что он не мешает стрельбе, вообще, ну, фабовский не мешает, великолепно. У вас получается тот же самый габарит оружия со сложенным прикладом. А Жуков, насколько я помню, тоже вправо, нет? Ну, фабовский универсальный, там он переставляется по желанию, что влево, что вправо. Допустим, для левшей я делал наоборот в эту сторону, потому что им так удобней. Ну, я правша, мне удобнее сюда. У штатных калашей, ОКСУ, тоже сюда. Почему? Не знаю. Логіка, наверное, такова, що вам первично нужно быстро і без проблем звести його і почати вести бій, а потом во вже время розкладати. Не знаю. То есть, опять-таки, это чисто мое мнение, которое, это просто мое мнение. Оружие должно быть удобное, и оно должно работать. Если вы за оружием следите, неважно, АК-12, АКС, АКСУ, 74, 47. Если вы оружие хотя бы периодически смотрите за ним хотя бы там раз в полмесяца, выгоняете больших тараканов, то оно и у вас будет работать. А от скажіть, будь ласка, все ж таки, так, попередньо резюмуючи, якби держава, українська держава вам сказала 74-ка об'єктивно, 74-ка от така гола в весло, або АК-12. 74. Чому? От буквально тезисно чому? Тут же ж приклад складається. Более простая система и более надежная система. ОСМ, да? В частности, ОСМ, чистка газовой камеры и газовой трубки. Тот же самый дульный тормоз-компенсатор. Вот это. Ну, это да, это дурня, конечно. Снятый крышку ствольной коробки, да. Снять, причем, вот это приспособление, планка Пикатини, для ближнего боя оно не надо. С калаша ведется бой, максимум 200 метров. Мало того, коллиматоры, как правило, в пасмурную погоду у них немножко вот это стеклышко полупрозрачное, зеркальце, оно уменьшает светопередачу, и в некоторых случаях в пасмурную погоду, когда вот уже сумерки и так далее, через коллиматор, кроме своей точки, ты ничего не видишь. Это такое, по коллиматорам. То есть вот эта вот планка Пикатини сверху, это вес. Кстати, давайте его взвесим. А мы его не соберем. Он, навряд ли он легче, чем АК-74, потому что вот эти вот... Давайте так от спробуємо. Так. А можна калькуляторника? Так, значит. И собирается он также. Да. При помощи молотка и отбитой руки. Ладно. Так, значит, 203 плюс. Так, это отсюда. Прошу. Ставьте сверху. Так. 126. Да не, мы его разумеем. 3450. Где-то так.
3653, ну, плюс-мінус. Ну, до речі, виходить як 74-ка в обвісі. Ну, мінус, ні, ну, мінус, оце там. Ну, на ремешок не цепляли. 90 грам. Мінус 3650. Ну, як в обвісі, да, як в Круковському обвісі. То есть, поэтому стволы у любого АК по длине одинаковые, по калибру одинаковые. Ну, скажем так, ну, это опять-таки это просто слухи, которые я слышал, то что вот калаши там до 90-го года, у них там и лучше стволы, и лучше, в общем, ну и сахар был слаще. Ну, 100%. І я, до речі, бачив один з розривом вот здесь. Можна, колеги? От тут. В тонкой части. Да, от в цій тонкій частині бачив один розрив. Тобто, в принципі, 74-ка. Да, для меня да. Дивіться, і ще один момент. Мова не йде про те, що, ну, Это хорошо, это так, плохо. це хорошо, це плохо. Мова йде про те, що ви маєте на увазі. До речі, він же ж амбідекстерний. Органи керування двосторонні. Ви звернули увагу, ні? Дивіться, я не знаю навіщо. Ви можете пенал сбросить и с левой руки, снять, пожалуйста, і з лівої руки, з правого боку, і з лівого боку. Тобто, ну, за це теж премія. За цівку, яка приймає форму вашої руки, була отримана премія. І від 100% за оцю от фішку теж була премія. Амбідекстерність, матір Божя. Ще раз, дивіться. Мова йде про те, що вам видає, якщо вам видає держава, ну, безумовно, да, є сенс брати 12. Але оскільки держава вам видає 74-ку, а ви витрачаєте свої гроші на купівлю 12, то особисто моя думка, що краще витратити ці гроші на обвес вашої 74-ки, і на особисто мою думку це буде виглядати набагато краще. Вага та сама буде. Ручка тут на двенашки не міняється. На 74-ки от така от. Це нова якась розробка. От. Ви можете будь-який кут, будь-яка ручка, все, що хочете. За ті кошти, які ви витрачаєте на двенашку, ви можете свою 74-ку, ну, так просто завісити, що, будь-який росіянин буде вам просто заздрити, коли ви його вб'єте з такої завішеної 74-ки. Отаким чином. Еще Да. по 12-му. Ну, тот, который попался у меня, я у него, ну, там, он, естественно, принесли люди, автомат был не новый, но я у него не нашел шомпола. Может быть, его уже и не было. Может быть, я его просто не нашел, не знаю. Це теж питання. Я особисто, от коли я чищу зброю, я не використовую розбірний шомпол. Шомпол, який в 74-ки, ну прямо, це шомпол, він використовується там і в вибіті, і Да. ну, от сюди вставляється розбірний шомпол в АК-12. Мені особисто здається, що розбірний шомпол в условиях польового виходу – це прямо якась така діч сумасшедша.Тобто шомпол має бути, як шомпол, штатний шомпол. Тем более має бути. теоретически здесь место было. Ну, разве что вот это вот для... Ремінь. Мені сподобався ремінь. Это, наверное, не штатный или что? Ні, це Штатний. оце його штатний ремінь. Ну, знову ж маєте розуміти, що гніздо під антапку, під русську антапку, русська антапка є русська антапка. Все, от так от він використовується. Ремінь сам по собі непоганий, мені сподобався. От, значить, мені в АК-12 подобається ремінь, приклад. Магазин. Ні, магазин, магазин 100%. В принципі, все. І мені ще подобається, що в АК-12 мені подобається, що коли росіянин в польових умовах за ним не доглядає, він ламається і дозволяє вбити власника. Оце мені подобається в АК-12 найбільше. Ще щось? Мабуть, все. Глушник – говно дичайше. От прям просто говно. Дивіться, оце важить 780
80 грам. Отакий. Да, отак от. Отакий глушник з юарки важить сам глушник 560 і дульник к ньому разом з дульником вони важать 620-630 грам. От, товариші русські, от дивіться. Железа много. Це діч. Я, можливо, колись там зніму, як він виглядає всередині. Це просто діч якась несуразна. Отак має виглядати ПБС, а у вашому випадку ПМС. Назва, звісно, така. Називається прибор, ні, ПМС не в тому сенсі. Це називається прибор малошумної стрільби. Отак має виглядати ПБС. Да? Вот это херня. В принципе, концепция автомата Калашникова, она вся вот такая вот. 730 грамм, боец должен страдать, і в принципі все. Тому, чим швидше його вб'ють, тим менше страждань. І Белая Лада получит новую обладательницю. То есть на любителя, пожалуйста, но... Але не за власні кошти. Ще раз, якщо ти взяли трофеєм, все, огонь, там воюйте, без питань. Но имейте вот эти вот особенности в виду. Да. А от, до речі, я не пробував, як ви думаєте, від штатної 74-ки, от ми зараз все це викинемо від штатної 74-ки, УСМ же 100% подойдет, да? Не подойдет. Почему? Там есть шептало двоичного огня. Ні, так а якщо нам не потрібно шептало, ми просто вибросимо ОСМ повністю, як Давайте вузол. попробуем. Не І знаю. поставимо сюди ці Не 74-ки. знаю. Тому що це відновлювати цю отсічку по 2, сенсу я не бачу взагалі зараз. Ну, Ми на просто практике. сунемо туди 74-річний этот самий, да, якщо стане. І віддадим, пускай Можно пускай попробовать. воюють. Отак от. Тому не пишіть, що я криса, хоча все одно, пишіть, що я криса талова, я нічого не розумію і завалі хлібала, але от з, умовно кажучи, з фронту нам теж кажуть, що річ, така. Особливості Є особливості, які не покращили 74-ки, тобто чомусь 74-ку погіршили і сказали, що це передова вещь. Ну, может, премию получить. Нет, за амбидекстерность 100% там навалили, я вам говорю. Там государственную премію Ленінську получила людина. І за цівку теж. Все, дякую вам. Вам Дякую. дуже дякую. І на все добре. Кнопочку там, будь ласка, нам красною. Да. Самый лучший из АК, который я видел, вот от весла до 12. это АКМ. У него То, що з складним прикладом. Із установленный уже штатный Да. ласточкин хвост, приклад, причем он двух видов есть, который складывается в калашевскую сторону, но он не рамочный, он такой вот пластиковый. Сверху все то же самое, только отличает, ствольная коробка с установленным ласточкиным хвостом и складной приклад. Вот это самый пик. В принципі, да. Не можу з вами не погодитися. А ви що, вважаєте, що використовувати коліматори на калаші немає сенсу? В бойових умовах. Меня учили, я учу. Скажем так, учу стрелять по так называемой воде, то есть карьер. Да. И вот внизу карьера такие маленькие озера, лужи. И становишься рядышком с бойцом, объясняешь, это центральное озеро. До них 100 метров, немножко вниз, но то ничего страшного. Центральное, ближнее, левое, дальнее. Одиночными. И вот так вот. Это отработочка стойкой. Он встал, говорю, центральное озеро, он должен одиночными в одну точку. Какую он выберет. Я на воде вижу всплески. Если одна в один идет, ближнее озеро, он туда переносит огонь и так далее. То есть отработка стойки, отработка засова. После этого я беру. Стоечку отработали. Там обычно сначала одиночками, потом идет одной очередью, там, допустим, штучек 10 зарядил, чтобы он понял, как отталкивает, то есть, чтобы жестче стоечку сделать.
После этого немножко одиночками, а после этого я говорю, а теперь вот так вот стреляй. По пальцу. Не, просто, когда уже стоечка отработана, он смотрит вдоль ствола и ориентировочно, ну, это, конечно, не в десятку попадает, но он ориентировочно стреляет уже и выводит тут, ну, корректировка, чтобы одинаково стрелять. Просто по стволу. Просто выше ствола двумя глазами смотрит, ну или там еще после этого я беру, допустим, или у кого-то, или свой, и по целеуказанию. То есть я хлоп стрельнул, боец должен туда же одиночками. Работаем, ну, в основном только одиночками. Хлоп, 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 я туда. Он периферии увидел, туда переносится хлоп. Тобто ви навіть не кажете, да, куди? Просто, ну, сначала говорю там, Да, да. А в кінці він просто просто має целеуказание, слідкувати, да. Супер. То есть это и периферия, и то есть главная стоечка, чтобы он, ну, ему прицел, он даже уже в конце не целится, он знает, куда он попадает. Скажіть, а скільки от потрібно настріляти, щоб отак от в 2 дня. кінці? Максимум 3. Это по времени. Причем третий день у меня было то, ну, там 2 человека, ну там, правда, сложная судьба, но 2 человека мама слепи снежку. На конец 2-го дня со старшиной смотрим. Вау! Ну что, давай завтра столько с этими двумя отработаем. Ну, скажем так, за день, ну, За допустим, ну, то есть так, чтобы по расходу БК, ну, за полдня 5 человек выстреливают порядка цинка, может быть даже больше. Ну, 2-й день там у нас пулеметы идут, там СПД по желанию, и в перерывах, опять-таки, настрел, чтобы они привыкали к своему АК. А от этих научили? А вот этих 3-й день чисто на АК. Ну, скажем так, там немножко проще, то есть там, ну, скажем так, пока один заряжают только вручную. И специально, ну, допустим, упражнение это 10 патронов в магазин. Один заряжает, я второго отрабатываю. Второй своих выстрелил, заряжается, ну и вот такой вот конвейер. Во-первых, чтобы люди отрабатывали моторику рук, как это, да, потому что, ну, бой обычно там 2-3 человека, остальные забивают магазины. Если работает пулемет, ну, может быть, один на прикрытии, вторые забивают ленты под пулеметы. То есть поэтому, ну, ничего, эти 2 бойца где-то через неделю отправились на 0, потом попали в окружение. Я такой, блин, пиздец. Оба вышли. Один, правда, немножко прихватило почки, у второго проблемы там с коленной чашечкой, то ли отбил где-то, то ли, ну, такое, ну, оба вышли. Это Слава так, Богу. из таких Слава вот Богу. вещей. Сейчас попробуем собрать это все на 74-ке. Хотя, до речи, если без этого самого собрать, он же все равно будет работать. Я имею в виду Ну, без там этого. ОСМчик, там пружинка под замедлитель Ну, да, курка это- ушла, плюс он немножко уставший. Там вот эта пружинка Да, здесь, да, она да, да, немножко да. уже, потому что там добавлено еще одно шептало. И Короче, ладно, разберемся с этим говном. Разберемся.